Ребяшки, hello, как говорится, приветствую вас на границе Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Вот там вот пару километров в ту сторону начинается другая страна. Мы находимся в местечке под названием Хатта. Правительство Эмиратов решили сделать здесь курортную зону. А что, прикольно, кто был в Дубае, знает, там хоть и море, но все-таки бетон и песок. А здесь, пожалуйста, холмы, тень и даже есть водоем. Можно взять каяк или поплавать на лодочке. Здесь есть традиционные отели, вот в этом регионе, есть арабские постоялые дворы, такие классические, а также, пожалуйста, сюда, есть первый в Эмиратах парк трейлеров. Ну и поскольку это Эмираты, то и прицепы автодома выбрали соответствующие Airstream, легендарные Airstream, которые мы давно хотели вам показать. Так что получается комбо: Дубай, парк трейлеров в пустыне, а также Airstream. Буду в шляпе, плюс 35, быстрый обзор, поехали! Сначала пару общих слов. Это место называется Cedar Trailer Park. Пишется вот так вот, но вдруг соберетесь поехать, все-таки 1,5 часа на машине до Дубая, не так уж и далеко. Это, что называется, глэмпинг. Тот самый глэмпинг, что расшифровывается гламурный кемпинг. То есть это не отель, это обычные прицепы автодома, но тут создано максимальное количество комфортных условий на этой территории, чтобы людям было комфортно. То есть как бы кемпинг, но все-таки глэмпинг, гламурный кемпинг. В этом парке 13 трейлеров. Процедура заселения стандартная. Там у нас ресепшн за горой, то есть вас сюда привозят на машине, свою машину нужно оставить вот там вот. Тачку здесь парковать нельзя, должно быть максимально тихо и комфортно. Короче говоря, спускаемся, пойдем посмотрим, что к чему. Итак, вот он перед нами, Airstream, один из самых известных, если не самый известный автодом-прицеп в мире. Эта компания была основана человеком по имени Уолли Байм в конце 1920-х годов. Свой первый дом Airstream показали в 1936 году. Он назывался Клиппер в честь первого трансатлантического гидросамолета. В этом автодоме было 4 спальных места, электричество и бак чистой воды, все как в настоящем автодоме. И стоил он в 1936 году $1200. Сейчас бы такие цены, да? Дизайн и компоновка Airstream'ов так всем нравилось, что целый парк вот таких вот автодомов-прицепов заказали себе даже НАСА, то есть Американское космическое агентство. А в 1969 году экипаж Аполлона-11, да, те самые, которые были первые на Луне, проходили карантин после возвращения с Луны как раз вот в таком, но немножко модифицированном, но тем не менее автодоме-прицепе Airstream. Несмотря на то, что снаружи многим он может показаться довольно простецким, стоимость вот этой вот модели, новой модели 2021 года на официальном сайте только начинается с $93 тысяч. А в 2020 году на сайте Airstream появилась плашка, которая висит до сих пор. Простите за ожидание, спрос такой большой, что если вы уже заказали свой автодом, вам придется подождать. Спрос очень большой даже за такие деньги, причем не только в США, но и в Австралии и в Европе. Ну и, как видите, в Арабских Эмиратах. То, что находится перед нами, называется Airstream International. Не самая свежая модель, более того, немножко такая пыльная модель, потому что, ну, сами понимаете, пустыня, модель 2018 года. Можно пройти по кругу и посмотреть, что внутри, но это будет такая немножко бесполезная информация, потому что это совершенно кастомная модель конкретно для этого трейлер-парка. Она вообще никуда не ездит, стоит здесь постоянно. Вода и электричество подведены здесь постоянно. Дверь вот эта задняя вообще замурована, там у нас стена. Ну, собственно, давайте зайдем. Это не наш автодом, честно говоря, наш. Вот там вот зайдем и посмотрим, что внутри. Отвлечемся. Отличная новость. К нам приехал новый Asus ZenBook 13 с OLED-экраном. И вот почему он вам понравится. Первое. Тонкий и металлический корпус. Вес чуть больше килограмма. Время работы от аккумулятора до 16 часов. Классный экран, вот все спеки, это OLED. Лучший вариант для работы с фото и видео, а тонкая рамка – красота. Процессор – новый AMD Ryzen 7, техпроцесс 7 нанометров до 8 ядер и графика AMD Radeon, которая поддерживает 4К разрешение с HDR. То, что нужно для создания контента, офисной работы, посмотреть кино, ну или, как говорится, поиграть. Asus ZenBook 13, OLED-экран, AMD Ryzen 7. Специальная ссылка внизу, очень рекомендуем. Продолжаем. Итак, вот мы, так сказать, на территории нашего участка, назовем это так, участка. Всего у нас здесь, повторюсь, 13 автодомов. И, собственно, вот что есть в нашем участке. Это зона барбекю. Выглядит пока что так довольно неуютно, но вот когда наступает вечер, красотища, красотища. Дрова приносят, все можно сделать. И, конечно же, у вас возник вопрос перед тем, как мы зайдем внутрь.
кто такой умный догадался поставить тут алюминиевые Airstream в плюс 33, а бывает и плюс 36, и даже выше? Да, снаружи он супер горячий, но, во-первых, он кастомизирован в плане теплообмена, скажем так, а во-вторых, там 2 кондиционера. Внутри находиться абсолютно комфортно, даже в плюс 35. Вот теперь заходим. У нас есть вот такая вот терраса, и чтобы соединить эту террасу с автодомом, были проведены серьезные изменения. Кусок, огромный кусок посередине автодома, он вырезан. Была стена, теперь стены нет. Весь этот кусок вырезали, чтобы сделать вот такую вот, собственно, большую стеклянную стену с раздвижными дверьми. Москитная сеточка открывается. Где-то что-то скрипит, вот это вот все дому 3 с лишним года. Это во-первых. Во-вторых, привезли из Америки. И в-третьих, вы сами понимаете, сдается в аренду. Не свою не жалко, поэтому где-то что-то вот уже вот оно, да. Открываем вот так. Здоровенный проход. И у нас такие вот шторки. Добро пожаловать, мы внутри. Опять же, повторимся, это сильно кастомная модель. Вообще, привычный Airstream выглядит примерно вот так. Здесь переделали много что. Повторюсь, вырезали вот этот кусок и замуровали двери. Высота? Отлично, прекрасно. 1,90 м с чем-то, с копейками, мы сказали. И спальное место. Полноценная кроватка, ортопедический матрасик. Очень удобная, двухместная, 160 сантиметров. Прохладно. Это самое главное. 2 мощных кондиционера работают постоянно. Если нужно больше... О, смотри, как можно классно сделать. Вот здесь можно открыть. Телефон, можно связаться с ресепшеном, люди постоянно здесь находятся, и охрана, и ресепшен, то есть покушать, что-то принести, зубные щетки, то есть сервис, комфорт здесь на уровне. Разворачиваемся, у нас есть ванная комната. Во, красотень. Вы, конечно, заметили, что полноценной кухни нет. В Airstream'ах она вообще бывает, здесь ее специально убрали. Считается, что здесь нужно быть ближе к природе. Если вы сюда приехали, нужно жарить мясо, рыбку и сосисочки на барбекю. Но, тем не менее, всегда есть опции. Там есть отдельный вагончик, где продают еду. Если вам лень готовить, пошли туда, заказали, купили. В принципе, в 2 километрах тут магазины, кафе, и можно, в принципе, там поесть, на тачке доехать, без проблем. Ванная комната. Тоже есть окно, кстати, вот там. Отличная сантехника, пожалуйста, фурнитура. Большая раковина полноценная, вот туалетик. Тут вот за дверью прям находится гигиенический душ. И еще один телефон, как в отелях. Полотенце, все. Тут уже дом прибрали, то есть готовы к заселению. Дверь отличная, шумоизоляция, то есть закрылся, там, поделал дела, прекрасно. Места много, можно походить, можно поспать, отдохнуть. И все располагает к релаксу. Цвета, оформление, пространство, то есть нигде не стукаешься. Удобно, удобно, неплохо. Давайте еще выйдем, покажем, что у нас вот здесь. Территория довольно большая. Территория террасы и территория, в принципе, вокруг. Как они вообще все это сделали, честно говоря, любопытно, потому что вот эти все камни, они явно привезли их, аккуратно положили. Красавцы, молодцы. Может показаться, что пустыня, какая-то жара, какие-то горы, растительности нет, нечем заняться. Здесь есть чем заняться. Вот там у нас водоем, дамба, речка. Можно поплавать на каяках, можно поплавать на лодочках. Можно взять в прокат велики, покататься. И, в принципе, все сюда приезжают всего на день-два. День-два отлично. Сейчас, девочки, ситуация. Короче, когда наступает вечер, а потом и ночь, смотреть на звездное небо, вот так вот сесть, расслабиться и отдохнуть офигенно. И повторюсь, совет от бывалых, в том числе от наших соотечественников, кто сюда приезжали, сутки-двое оптимально, отлично отдохнуть, перезагрузиться, получить релакс. Тишина, горы вокруг, дороги рядом нет, отлично. Теперь, что по ценам. Аренда вот такого вот трейлера-прицепа, пускай Airstream, но, тем не менее, трейлер-прицеп 21 тысяча в сутки. Вы можете сказать, что-то дороговато. Но полный sold-out, выкуплено все напрочь. Даже мы не смогли там переночевать, но руководство региона Хатта любезно согласилось попридержать один прицеп, чтобы мы показали вам, что к чему и что внутри. Спасибо им большое, все ссылки укажем внизу. Спасибо, что посмотрели. Находимся, повторимся, в местечке Хатта, 140 километров от Дубая. Очень необычное место. И прицепы Airstream, которые давно мечтали вам показать. Ждем ваши комментарии. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока.